Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, что вам приготовила Вселенная. Что уготовила судьба вам в скором времени, какие события приятные вас ждут. И у нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, давайте перемешаем нашу колоду Таро. Сдвинем. Что там у нас на дне? Шестерка кубков. Романтичная, интересная карта. Если вы смотрите это видео, это ваша карта дня. Посмотрите, какая она приятная, какая она такая, знаете, мягкая, да, эта карта. Соответственно, возможно, скоро вас ждет романтическое свидание, признание в любви, приятные воспоминания о прошлом и человек из прошлого, который может появиться и снова поговорить с вами. Возможно, с кем-то примирение. И просто в паре, допустим, если у вас есть партнер или партнерша, романтический настрой, приятное времяпрепровождение в этот день, когда вы смотрите это видео. Итак, давайте выложим наши 4 позиции. Что вам приготовила Вселенная? Пока выкладываю карты, подпишитесь на наш канал, приглашаю вас к этому, призываю даже. И поставьте колокольчик. А также переходите в плейлисты. Там есть все темы: работа, финансы, суды, недвижимость, здоровье, отношения, предсказания будущего, ваша судьба, ваше предназначение и многое другое. Итак, первая позиция – полосатый оникс. Вторая позиция – дымчатый кварц. Третья позиция – аметист. И четвертая позиция – горный хрусталь. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. По традиции первая карта отражает ваше сегодняшнее текущее состояние и недавно произошедшие события. Поэтому вы можете по ней ориентироваться, выбрали ли вы правильно эту позицию. И мы убираем наши 3 позиции последние и первую оставляем. Итак, что вам приготовила Вселенная? Итак, ваша первая карта. Кто вы? Кто вы? В каком состоянии вы сейчас и что недавно происходило, да? По этой карте вы ориентируетесь. Влюбленные. Ну, первое. У вас состояние может быть в жизни выбора сейчас. То есть вы в какой-то период недавний предстали перед дилеммой, да, что вам выбрать. Там хорошее или плохое, черное или белое, да, одного человека или другого. Вот влюбленные, они часто говорят о выборе. Куда пойти, что мне делать. А также, естественно, это карта отношений. То есть, когда ты либо встречаешь особенного человека в жизни, либо когда ты очень сильно любишь кого-то, но у тебя есть в любви некоторые испытания, конечно же. Карта, она показывает иногда всеобъемлющую любовь Бога и нас, да, то есть мы начинаем чувствовать Его, мы начинаем чувствовать Вселенную и понимаем, что да, в жизни есть и плохое, но и есть хорошее, и можно концентрироваться на чем-то там положительном, а отрицательное, ну что ж, оно имеет право на существование, и это наш опыт. То есть у вас может быть такое уже философское понимание жизни на сегодняшний день. Вообще это старший аркан, вы в нем живете, его нужно проживать правильно, поэтому нужно в этом аркане принимать свои недостатки. Нужно полюбить себя, полюбить этот мир и, соответственно, смириться с собой, простить себя. Ну и также, конечно, вы обретаете любимого человека, который тоже достоин прощения, понимаете? То есть в этом суть этого аркана. Когда ты имеешь вторую половинку, да, но при этом прощаешь ее за прошлые жизни, за какие-то прегрешения. Итак, давайте посмотрим, что вам приготовила Вселенная в скором времени. И совет будет от шамана-мистика, да?
То есть, или какое-то наставление, указание. Карта мага выпала. Туз кубков. Девятка жезлов. Жрица. Смотрите. И я перевернутые арканы не читаю, сразу говорю. И паж жезлов. Ну, прекрасные, конечно, карты здесь. Они показали, что вам Вселенная приготовила приключения. Какой-то человек в вашей жизни яркий, активный, будет играть немаловажную роль в скором времени. И прям очень много эмоций через край будет по поводу этого человека или каких-то чувств, и слов, и разговоров. Будет много откровенных именно разговоров. Вы удивитесь этим положительным словам и тому, вот как прорвет между вами, не знаю, стену какую-то, да, сломает. Вот. Как будто бы события так сложатся, что эта стена падет между вами, и вы будете общаться открыто, именно открыто с кем-то, кто раньше был более эгоистичен. Вы знаете, карты здесь показывают, что вам придется с какой-то женщиной побороться за свое право быть на определенном месте. Но эта женщина не совсем плохая, она все равно играет в вашей жизни положительную роль, потому что иногда люди нам, появляются, да, на нашем пути, да, именно в качестве какого-то утяжелителя, который стимулирует к росту. Вы глубоко изучите какую-то тему, которая будет работать на вас в скором времени. И Вселенная, она вам приготовила сюрприз в виде увлечения. Также вас окружат очень интересные, неординарные люди, с которыми будет именно интересно разговаривать, да, с которыми будут общие интересы. Карты здесь показали, что, возможно, даже на вашей, работе, или где вы там, да, постоянно находитесь в каком-то обществе, там будет изменение в лучшую сторону, то есть, может быть, появится человек, кто разбавляет коллектив, да, или люди начнут больше понимать и сами-то развиваться, поэтому общение станет как-то теплее вот в том месте, в том коллективе, где постоянно находитесь. Здесь, в принципе, очень такое неплохое послание от Вселенной, да, что у вас в жизни действительно идут улучшения, изменения к лучшему. И да, какие-то разговоры с человеком, который, вам может быть как-то необходим для развития и важен сейчас для вас. Это дорогого стоит, потому что иногда, наоборот, все затихает, да, а у вас нет, у вас как-то все прорывается наружу. Хорошо. Давайте посмотрим теперь оракул шамана мистика, что вам скажет. Какое послание идет оттуда, да? Тут уж совсем такое откровение должно быть интересное для вас. Он дает, правда, ценные указания. Сейчас узнаем. Сейчас мы с вами узнаем. Вам выпала Пачамама. Это Гая, это наша земля-мать. И это богиня, конечно, Земли. Поэтому вам Вселенная приготовила послание в виде земной энергии, да, которая наполняет вас сейчас. И вам посылается настоящее благословение от Матери Земли. Вы знаете, если Мать-Земля благословляет, это значит, человек может быть здоров в будущем, то есть избавляться от болезней, приобретать материальный достаток, и, соответственно, она вас зовет. То есть она говорит: обними дерево или постой босиком на траве, на земле постой, даже если снег у тебя, на снегу постой босиком. Вот немножечко нужно вам как-то заземлиться и представить, что энергия из самого центра Земли направляется в центр вашего тела и наполняет всю ауру, все тело. Вот вам нужна такая медитация для того, чтобы это благословение полностью закрепилось. Мать-Земля вас любит, она считает вас своим настоящим прям любимым ребенком. И мое мнение, что вы должны как-то ответить, да, нужна поэтому такая медитация.
Карта замечательная, она говорит о том, что все будет у вас скоро очень хорошо. Просто доверьтесь Земле Матушке. Она считает, что вы прекрасны, прекрасное ее творение, и что вам еще жить и жить. Это карта долголетия. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем дальше. Позиции номер 2. Что вам приготовила Вселенная? Дымчатый кварц. Давайте посмотрим, кто вы сначала, какие у вас недавно в жизни события были, чтобы вы сориентировались, правильно ли вы выбрали позицию. Потому что многие до сих пор не поняли, как выбирать позицию. Вы у нас карта суд. Ну, суд — это карта кармы, да, такой вот. И она показывает, что совсем недавно и сейчас, скорее всего, да, вы проходили и проходите кармические уроки, довольно сложные, но нужные для вас, потому что вы несете в этот мир важную миссию. Возможно, вы еще можете нашему миру принести много пользы. И поэтому, конечно же, вас высшие силы проверяли. Но в скором времени у вас начнется в жизни воскрешение, белая полоса и возрождение. Вот вас утоптали прям вот на самое дно для того, чтобы вы многое поняли. Никогда человек не поймет, допустим, бедного человека, если сам богат. Никогда не поймет больного здоровый, если он никогда не знал болезни. Поэтому вам были уготованы испытания в жизни, чтобы вы многое осознали, поняли, а потом могли по-доброму относиться к людям, когда у вас уже наступило благоденствие. Вот. И да, недавно у вас было очень много, скорее всего, испытаний в жизни, да, трудностей. И сейчас вы именно в моменте воскрешения находитесь. Так, теперь смотрим, что вам приготовила Вселенная. Извиняюсь за этот шум. Это машина, которая моет дороги. Я просто живу в Германии, и здесь постоянно моют дороги по утрам. Вот, а записываю я утром видео. Итак, что вам приготовила Вселенная? Десятка мечей. Видите, окончание, то есть назад уже дороги нет, да, и вам придется с чем-то закончить финал. Вы заканчиваете что-то негативное в своей жизни. Дальше у нас, значит, идет королева жезлов, прям-таки восстание машин, да, в Терминаторе. Вот, императрица, соответственно, да, справедливость. Мол, мой трон мне по справедливости. Вот классно, мне нравится такая вот посыл, да, колесница и колесо. У вас прям старшие арканы. Смотрите, у вас столько старших арканов выпало в раскладе, 5 старших арканов, это обалдеть, конечно. У вас Вселенная вам приготовила настоящие изменения, то есть такие кардинальные в жизни. Вы свою жизнь узнавать больше не будете. Десятка мечей закончили финал, да, финал. Покончили с какими-то проблемами, трудностями, тяжелой кармой, испытаниями. Пошли в королеву жезлов, самостоятельность, яркость, невероятная энергия. Пышите, там, не знаю, своим огнем, здоровьем, созиданием, силой созидания, да. То есть королева жезлов, она всегда создает себя имидж, окружающий мир, вы структурируете пространство, вы яркий человек, или, ну, если женщина, яркая женщина, если мужчина, яркий человек, харизматичный, с кем приятно общаться, и, ну, кто видно, что вот такой вот прям организованный, да. Ну, и в то же время, конечно, эмоциональный человек, порывистый, созидание, вот оно всегда дает вот эту огненную энергию, да, вот она прям все вокруг оживляет. Дальше у нас императрица, я свой трон заслуживаю, да, и это мне по праву принадлежит, по справедливости. То есть вы можете, если вы не в браке, вступать в брак по этим картам, и у вас будет очень стабильная, зажиточная семья, где, ну, так скажем, есть и богатство, процветание, и здоровье, да, и какая-то, ну, вот прям стабильность. Также здесь может быть по праву приобретенный трон в плане, ну, работы, да, то есть управление, взлет по карьерной лестнице. И это именно из-за испытаний, все, которые вы прошли, то есть награда. И колесница с колесом, переезд. Если они рядом выпали, железно уже переезд, никаких ни поездок, ничего. Конечно, может быть поездка на очень дальнее расстояние, но тогда эта поездка полностью изменит вашу жизнь. То есть вы получите от поездки на дальнее расстояние такие впечатления, что это полностью изменит вашу реальность. Такое может быть. Но чаще всего это переезд, конечно. И если вы никуда не собираетесь, и первая карта вам не резонирует тоже,
Это вот просто не ваша позиция. Не надо со мной спорить, говорить, мне 14 лет, я вообще там не знаю, беременна, никогда не собираюсь беременеть или еще. Знаете, вот как бы там многие пишут, то дети попадаются в гадание, то как будто бы вам 80, там, и вы говорите, какой переезд, я старенькая женщина. Вот просто не спорьте, а возьмите и выберите ту позицию, которая вам по душе. Потому что здесь кардинальные изменения в жизни, переезд, и именно вот все это начинается только сейчас у вас. Все самое лучшее вот в жизни начинается сейчас. И да, вы по праву заслужили это, вот потому что у вас были испытания в жизни. Хорошо, давайте посмотрим теперь оракул шамана-мистика, какое указание вам даст. Вам выпала шаманская погремушка. Вот интересная вообще карта такая. Она вызывает духи и распространяет вот эту вот молитву шамана по 4 сторонам света. Возможно, вы о чем-то просили. Вот сейчас эта погремушка загремела. И то, о чем вы просили, вот по всем 4 сторонам света распространилось. Вообще, сама по себе погремушка, она символизирует вращение Земли вокруг своей оси. И вы можете повернуть свою судьбу, вернее, она уже у вас поворачивается в нужном направлении. Вот. Поэтому просто скажите: «Великий Дух, да будет воля Твоя». И у вас действительно судьба меняется в лучшую сторону. Все заканчивается, то, что было плохое или то, что вас не устраивало, и поворачивается в нужную сторону, которая вас будет действительно устраивать. Вообще, нужно вам молиться, может быть, даже не только за себя, да, в жизни, а за всю Землю, там, Вселенную, за все человечество. Не только молитесь за свои личные нужды и не только просите для себя, потому что у вас есть сила, которая может действительно менять этот мир. И молитесь о высшем благе для всех, для всей Вселенной, для всего там, человечества, и у вас действительно и долгожительство будет, и вы принесете очень много пользы. Вот такое послание Вселенной вам сегодня. А мы идем дальше к позиции номер 3. Что для вас приготовила Вселенная? Наш аметист, первая карта, по которой вы ориентируетесь. Правильно ли вы выбрали позицию? Это вы и ваши недавние события в жизни, да? Вы у нас 9 мечей. Человек, у которого очень много тревог, ночных кошмаров, паник, может быть, каких-то. Ну, в общем, сейчас вы погрузились во мрак. Вы переживаете о чем-то, скорбите, может быть, плачете, может быть, в вашей жизни случилось что-то очень нехорошее недавно, и вы это оплакиваете, либо вы просто не можете освободиться от прошлых воспоминаний, и они вас терзают, мучают, вот декаются над вами, да. Вы знаете, карта 9 мечей – это надуманные страхи и страдания. Ну, вот попробуйте дать описание страху. Что это? Тревоги. Что это такое для вас? Вы можете пощупать страх? Вы можете пощупать тревогу? Нет. Это плод вашего воображения. Если вы живете в прошлом, оно вас постоянно мучает, потому что вы не можете его исправить. И никогда не исправите. Вы живете в будущем и рисуете страшные картины. А ведь большая часть из этого может никогда не сбыться. Значит, нужно жить где? Настоящим. И тогда у вас жизнь пойдет гораздо веселее. Вы сейчас от чего-то трепетесь, страдаете. И недавно, да, могло что-то быть нехорошее, но это вас теперь будет всегда тревожить. Вам нужно это отпустить. Да, в жизни каждого человека бывают негативные моменты. Это правда. Хорошо, давайте посмотрим, что вам приготовила Вселенная. Император. Влюбленный, хотела сказать, 2 кубков. Влюбленные у нас уже были сегодня. 2 пентаклей. Башня. 7 жезлов. И паж кубков. Прекрасная позиция. Смотрите, у вас идет замена. Вот 2 пентаклей – это выбор. И качели, может быть, в личной жизни, в чем-то, да, разрушается. Вы обретаете рядом
либо сильного мужчину для женщины, мужа, поддержку, опору, и который с вами именно имеет взаимные чувства, любовь. Либо, если вы мужчина, вы обретаете трон императора и взаимные отношения. Но у вас была какая-то щекотливая, спорная ситуация в жизни, двойка пентаклей, когда вам постоянно приходилось, ну, допустим, выслуживаться, показывать свои лучшие стороны для чего-то, для кого-то. Ценили ли вас? Вот в чем вопрос. Ведь этот жонглер на берегу или в городе оценен ли по достоинству? Человек много лет старался и делал свое дело, накачал себе мышцы, без всяких проблем жонглирует. Насколько его оценили? Вот в чем вопрос. Ценят ли его люди? И вот вы, может быть, очень много выслуживались, показывали себя. Оценили ли вас люди? И этот момент вот заканчивается, да, то же самое в личных отношениях. Кто-то колебался, быть ли с вами вместе, а нужен ли вам такой человек. Кто-то находился в выборе, вы или кто-то другой. Ну ничего себе. Вы уникальная личность, вы подарок Бога. И если кто-то не оценил, что ж, пусть он идет, куда глаза глядят. Поэтому ситуация качелей в вашей жизни точно заканчивается. Если у человека был шанс оценить вас, и он оценил, что ж, пусть остается. Дальше карта семерка жезлов говорит о том, что вы победите своих врагов, своих недоброжелателей, тех, кто нанес вам, может быть, какие-то травмы, или просто тех, кто делал вам негатив, там, порчу с глаза или еще что-то проклинал. Да? И паж кубков. Вот карта очень такая нежная и приятная. Она говорит о том, что что-то теплое несется в вашу жизнь, такое как приятные, заботливые отношения, или свидание, или переписка, знаете, вот когда романтичная переписка такая. Может быть, чье-то признание в любви, чьи-то вот такие вот нежные разговоры о вас. Карта очень-очень позитивная, и она часто показывает, может быть, около вас будет даже ребенок, да? Но этот ребенок приносит вам большое счастье, этот ребенок является благословением. Вот смотрите, карты выпали все замечательные. Тем более, что император с двойкой кубков показывает, что у вас будет действительно в жизни большая светлая любовь с ответственностью, да, то есть, скорее всего, счастливый брак. Стоило ли переживать, стоило ли мучиться? Давайте посмотрим, что вам еще скажет Вселенная через оракул шамана-мистика, какое послание вас ждет. Карты вот эти действительно откровения настоящие. Вам выпал барабан, шаманский бубен, да, барабан шаманский. И эта карта, она показывает ритм биения сердца Вселенной. Вот ваше сердечко бьется, а у Вселенной тоже есть ритм сердца. И если вы свой ритм настроите на ритм Вселенной, то вас ждет большое благословение и удача. Вот этот вот барабан, он соединяет вас с деревьями, потому что у него деревянный каркас. И он помогает вам в ваших путешествиях. Допустим, если вы путешествуете в параллельный мир, в своих снах или, может быть, в своих каких-то астральных путешествиях, да, или в своей медитации, он всегда возвращает вас назад. Я всегда вижу в каких-то шаманских инструментах настоящие природные энергии. Вот, допустим, кожа, из которой сделан барабан, она соединяет с силами животного мира. И когда по инструменту ударяют, то это сила грома, да? Поэтому вот у вас как будто бы вот выпала такая карта, которая вас соединяет со всеми энергиями окружающей действительности, чтобы закрепить вас здесь. И чтобы, когда вы вылетаете, так скажем, куда-то, вы возвращались домой. Поэтому я так считаю, что вам нужно больше чувствовать все окружающие предметы, существ, может быть, да, природу. И вы поймете, насколько вы едины с этим миром.
И Вселенная сейчас настраивает вас на себя, вот просто вот как радио, я не знаю. И если вы действительно настроитесь, если вы действительно постараетесь почувствовать ее, она вам ответит такой любовью. Вы даже не можете себе представить, насколько она любит вас. Просто вы сейчас погрузились в этот негатив, но на самом деле это просто ваши фантазии. Попробуйте фантазировать что-то позитивное. Вы увидите, что вас любят. Ну вот такая вот у нас третья позиция. А мы идем дальше, к позиции номер 4. Что для вас приготовила Вселенная, наш горный хрусталь? Итак, первая карта описывает вас, кто вы, какие у вас недавно в жизни события происходили, потому что по этой карте вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Десятка кубков. Прекрасная карта. Она показывает радугу после дождя, грома, молний. Вот несетесь вы под ливнем, представьте эту ситуацию. И настрадались, да, там намокли, а потом раз, вышло солнце, согрело вас, и вышла даже радуга. Вот состояние десятки кубков, облегчение. Если недавно в вашей жизни были дождь, гром и молнии, а сейчас облегчение, то это ваша карта. Карта семейного счастья, благополучия. Значит, Вселенная видит в вас такой потенциал быть счастливым семьянином. И также это карта гармонии внутри, то есть которую вы сейчас обретаете. Хорошая карта, счастливая карта и очень приятная. Давайте посмотрим, что вам приготовила Вселенная. Девятка пентаклей. Король кубков. Король пентаклей. Рыцарь пентаклей. Умеренность и сила. Все карты хорошие. Негативного ни одного аркана не выпало. Могу вам даже показать, что все негативные арканы здесь. Они здесь, но они вам не выпали. Это прекрасно, я считаю, прекрасно. Карты говорят о том, что вы действительно скоро будете жить в достатке. Здесь первая карта, и выпала девятка пентаклей, она исполняет по деньгам все желания. Так что к вам идет денежная энергия замечательная. Два короля, двое мужчин будут играть в вашей жизни очень важную роль. Один из них, возможно, связан с стихией воды, а другой с стихией земли. И даже, может быть, третий мужчина очень честный и справедливый, но моложе этих двух. Или как-то мельче, да, вот, ну, не знаю, там, по профессии, например, там, по достатку. А вообще здесь идет вот умеренность — это стабильная жизнь, это ровная жизнь и жизнь во смирении. То есть когда ты уже знаешь, что жизненные испытания, они даны для опыта, а не для того, чтобы тебя там, не знаю, мучить, а просто чтобы ты начинал понимать эту жизнь и этих людей, да, окружающих тебя, и относился ко всем с уважением. Вообще карта показывает иногда смирение с кем-то, да, то есть примирение с человеком, прощение себя и прощение его. Это очень важно. Сила говорит об обретении силы, энергии. То есть ваша мощь только идет к вам, и вы обретаете эту силу и начнете созидать. И опять же, это карта приручения. Может быть, вы приручите свои недостатки и возьмете верх над собой, а может быть, вы приручите какого-то человека, который важен в вашей жизни. Однако, что для мужчины, что для женщины, вы в мужском обществе будете находиться и взаимодействовать именно с мужчинами. Какие-то мужчины именно будут играть в вашей жизни важную роль и будут в чем-то помогать. Это карты очень показывают материальный достаток. Вот смотрите, у нас выпала девятка пентаклей, король пентаклей и рыцарь пентаклей. Это все материальный достаток. А король кубков — это эмоции, приятная душевность, поддержка, вот забота о вас. Вот Вселенная реально о вас заботится, и вам выпали самые-самые лучшие карты из колоды Таро. Можно так сказать, что они все в сочетании своем несут благоденствие, спокойствие, достаток, гармонию и хорошие человеческие отношения. Я считаю, что все начнется у вас
именно с духовного развития. И также птичка на хвосте новость принесла. Девятка пентаклей, она не только показывает богатство и процветание, она показывает, что человек живет в комфорте и духовно развивается. Вы чем-то таким и заинтересуетесь. Вы знаете, она также говорит о том, что вот хорошая новость о деньгах заслужена вами. Это не то, что вам просто так подарили, да? Это вы действительно наработали в своей жизни. Наш король кубков может как раз принести эту новость или просто быть связанным с ней. И также окружит вас вот своей вот этой какой-то вот психологической поддержкой, заботой, любовью, может быть, и вниманием. Даже если вы мужчина, это будет хороший, там, не знаю, друг или ваш отец, или кто-то вот коллега по работе. И король пентаклей, он вообще проявляет, вот знаете, даже ответственность за других людей и делает вложения. Ну, то есть, может быть, в вас кто-то будет вкладывать, там, не знаю, деньги, энергию, может дарить какие-то подарки. Рыцарь Пентаклей всегда, кстати, говорит о медленном продвижении вверх по карьерной лестнице, поэтому вы можете и по карьере продвинуться, но умеренность говорит, что это не скоро еще произойдет, однако может быть. Вот. Просто старайтесь, идите вперед, вверх, и у вас все получится. Здесь как будто бы, пусть и медленно, но результаты очень большие. И да, вот сила может даже означать выздоровление, если вам это важно сейчас. Хорошо, давайте посмотрим, что вам скажет оракул шамана Мистика еще и. Какое послание еще от Вселенной вы получите. Очень интересно. Вот символ радуги — это ваш. Вам выпала радуга. И она, конечно, символизирует 7 стадий истинного духовного вашего пути, о каком я выше говорила, да. И радуга уже 2 раза. Это, конечно, говорит о вашем благоденствии и о том, что высшие силы только что вас очень сильно благословили. Вообще, радуга, она является собой мост между материальным и физическим миром. Вот как я вам выше говорила, да, что у вас и благосостояние идет, но и духовное развитие. И у вас идет достижение какое-то в скором времени. Вы будете очень в хороших отношениях с Великим Духом, с Вселенной, с Богом, и будете доверять действительно этому миру. Радуга — это вот ваш символ. Если вы сегодня или на днях увидите на небе радугу, я не удивлюсь. То есть, или, может быть, в каких-то местах там, да, рисунок радуги, что-то в виде радуги. Вот это для вас знак. Знак, что вот она, высшая сила рядом с вами и поддерживает вас. Радуга — это рассвет жизни, это счастье, это прекрасно. Поэтому знайте, что новости у вас хорошие не за горами, а вот скоро-скоро-скоро. Ну вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.